Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп с 20 по 26 октября. Ребят, присаживайтесь поудобнее. Неделя нас ждет не просто интенсивная, очень активная, очень эмоциональная. Я бы сказала, ускоренная неделя, где нам придется решать очень много задач, и амплитуда наших эмоций будет то вверх, то вниз, и это будет настолько быстро, насколько для нас непонятно и даже немножечко страшно. Но, опять же, забегая вперед, скажу, что это всего лишь наши эмоции, и если трезво стоять на ногах, прекрасно таки понимать, к каким целям мы идем, тогда будет складываться все очень хорошо. Ребят, это общий гороскоп, тенденции аспектов на следующую неделю. Будем планировать это интересное время, хочу сказать я вам. Гороскоп подходит для всех знаков зодиака, потому что описывает картину передвижений светил на небе. И как оно будет влиять на каждого, я, конечно же, расскажу. Но вы прекрасно понимаете, что мы здесь все находимся с разным уровнем воспитания, с разным уровнем терпения, ответственности. Кто-то любит решать сложные задачи, кого-то они выводят из себя, кто-то любит спорить, кто-то наоборот договаривается очень мягко, кому-то проще в сильных сделках, а кому-то наоборот проще подождать. Понимаете, покупки, недвижимость, поиски новой работы, разрыв отношений или наоборот, стоит ли сейчас в своих отношениях поберечь то самое, что вы любите, как раз-таки вот в эту неделю все это будет случаться и происходить, поэтому здесь, конечно же, терпение – это наша основная суперсила, но по большей части на этой неделе мы не просто запускаем следующую неделю, мы запускаем новый лунный цикл 21 октября, и он у нас включится в весах. Поэтому основная суперсила на этот лунный месяц, который закончится 20 ноября, у нас будет в весах. То есть нас прямо-таки звезды просят договориться, договариваться, быть дипломатами, прямо-таки быть честными, быть справедливыми и красиво выходить из ситуации. При этом четко-таки понимая, куда мы идем, не предавая себя, не изменяя своих корректиров и наоборот, свои цели возможно скорректировать, если вы понимаете, что уже просто что-то потеряло актуальность, и это тоже хорошо. Но эта неделя от нас требует как раз-таки взвешенных, сильных решений, потому что у нас, да, в новолуние у нас будет в весах, но следующие денечки у нас будут очень сильные после новолуния, в которых мы как раз-таки поймем, насколько мы крепки в выборе своих решений. Ну что, ребят, готовы? Включаемся. И да, 18-19 октября – это дни, когда уже мы будем предшествовать настроение, предчувствовать, я бы так сказала, настроение следующей недели. У нас Луна будет в соединении с Венерой, в оппозиции с Сатурном и Нептуном. И эта история очень будет заставлять нас мотивировать делать больше, поднимать наш социальный статус, что-то менять в отношениях. Мы будем недовольны, мы будем ворчливыми, нам будет не хватать денег. У нас будет состояние, как будто вот все сговорились вывести нас из себя. Такое у нас будет воскресенье на 19 октября. Я не скажу, что плохой день, при всем при этом очень много потрясающих аспектов для того, чтобы начать искать новую работу. Вы мне сейчас скажете, новый лунный цикл, то есть завершающий этап прошлого цикла, и новый лунный цикл только во вторник, какое воскресенье искать работу? Ну как? Писать резюме, ждать отклика, вот это вот все, это можно уже делать прямо-таки в воскресенье 19 октября, потому что потрясающий аспект от Урана, от Плутона, договариваться в сильных сделках, но подписывать-то это все можно позже. Ну, дорогие мои, начинайте планировать по-взрослому. Да, сейчас можно принять очень сильное решение, где вы понимаете, что денег не хватает, работа уже не нравится, не удовлетворяет всех ваших внутренних амбиций, масштабов, потому что Луна еще будет в соединении с Венерой, когда мы реально чувствуем нравится, не нравится. Еще Луна с Венерой в потрясающем аспекте с Юпитером, который говорит, что если мы не удовлетворены, нужно идти в масштаб, идти в большего, поднимать свой социальный статус.
Ну и долговые обязательства, минусы в финансах, дефициты будут, конечно же, стимулировать на движение вперед. Потому что, скажите честно, мы, когда вот у нас в жизни все хорошо, когда и финансов хватает, и вроде как все нормально, мы особо-то никуда не идем. Но мы люди, это нормальная такая история. Когда все хорошо, зачем вообще что-то делать, да? А вот когда есть такие финансовые сложности, вопросики, можно сказать им спасибо, потому что они стимулируют на рост, на движение вперед. И да, ребят, я читаю все ваши комментарии под осенними гороскопами. Кстати, кто не смотрел осенние гороскопы, зайдите на канал, не поленитесь, найдите свой знак зодиака, посмотрите там по декадам. Я прекрасно таки понимаю, что есть определенные знаки зодиака, у кого вот прямо-таки, прям сложно по финансам. И эта история не для того сделана, ребята, для того, чтобы, ребята, девчата, для того, чтобы загнать вас в долговую яму. Нет, все долги и финансовые сложности, резкие обнуления финансов, всякие мошенники, которые попадаются к вам, да, и вытягивают историю. Эта история для того, чтобы вы, наоборот, стали зарабатывать больше. То есть это финальная петля вот этих планет, которые сейчас на небе. И с марта 2026 года вообще все у нас в наших жизнях поменяется. Но для того, чтобы оно поменялось, нужно менять сейчас, чтобы потом все стало не сложнее, а наоборот легче. Поэтому здесь, дорогие девы третьей декады, весы первой декады, овны первой декады, рыбы третьей декады, близнецы первой декады, тельцы третьей декады, скорпионы третьей декады и стрельцы первой декады, у вас истории такие, я хочу сказать, сложноватые, но не для того, чтобы вас остановить, наоборот, для того, чтобы вас поднять. И да, забыла сказать, извините, пожалуйста, близнецы третьей декады, и раки первой декады, и козероги первой декады, и стрельцы третьей декады. Это абсолютно ваши финансовые истории, движение вперед, новый уровень, ускоряться, внедрять в свою жизнь нечто новое. И сейчас как раз-таки эта неделя покажет вам, пусть очень кардинально, будет казаться, что прям-таки почва уходит из-под ног очень быстро, очень резко, потому что у нас еще соединяется аспект с Ураном, да, в гороскопах на 3 месяца я эту историю для каждого знака зодиака рассказала, что у нас будет не просто эмоции на нас, да, вот так находить, набегать, будут ситуации случаться совершенно разные. И эта история с 21-22 октября прям таки у нас включится, да, и мы будем вот таки очень быстро что решать. И если мы не будем решать, тогда, конечно же, ситуация сама не выправится. Но еще раз говорю, ребят, перечисленные знаки декады это не для того, чтобы у вас всю жизнь стало плохо. Нет, это наоборот для того, чтобы подняться на новый уровень. Но вы почему-то пока эту историю не понимаете и понимать не хотите. И да, новая неделя, 20 октября, последний день прошлого лунного цикла. Луна находится в весах, ни с какими планетами во второй половине дня не взаимодействует, откатывается от Венеры. У нас внутреннее состояние послевкусия от воскресенья. Что же мы от своей жизни хотим, как мы хотим жить, какие у нас отношения, потому что Луна в весах – это история про отношения, про то, имеем ли мы счастье в отношениях, те радостные моменты, которые мы хотим иметь или не хотим иметь, мы их боимся иметь, потому что мы боимся быть откровенны в этой истории. И история с отношениями очень сильно будет работать и в начало нового лунного цикла 21 октября. 21 октября Солнце в соединении с Луной, но при этом в квадратурах на Плутон и на Юпитер. Эта история очень сильно работает в наших конфликтных ситуациях, будут ее очень сильно чувствовать раки третьей декады, весы третьей декады, овны третьей декады, козероги третьей декады. Здесь история связана с Юпитером, немножко подтягивает Плутон, дает такую мощь и силу, напряжение, потому что Плутон всегда дает напряжение. Ну и Солнце с Луной – это наши внутренние вектора, которые нас движет вперед, когда мы таки пытаемся свои действия, чувства, эмоции, да, нашу радость от нашей жизни таки понять, когда мы в себе вот так варимся, да, то есть новолуние и полнолуние – это всегда такие эмоциональные моменты. И да, перечисленные знаки зодиака и декады, которые я сказала, вы будете чувствовать
такой слом кардинально мощных движений, вам захочется очень сильно в этот день что-то такое резкое сделать в своих отношениях, ради своих отношений. Если они у вас есть, то кому-то захочется поругаться, как, например, козерогам третьей декады захочется поругаться, да, весы третьей декады тоже будет такая история конфликтная, потому что там давление оказывает и Плутон, и Юпитер. Овнов третьей декады точно такая же история. Поэтому здесь постарайтесь, дорогие, не ругаться, не скандалить, потому что распадется аспекты и Юпитера, но сейчас вы находитесь вот в этих эмоциях, когда захочется прямо-таки очень сильно что-то сделать, доказать свою правоту, продавить свое мнение, да. Раки третьей декады у вас история с Юпитером будет связана, захочется как раз-таки наоборот расширить, что-то большее в своей семье сделать. Юпитер-то идет в соединении к ракам третьей декады, да, но Плутон, дорогие, оказывает такое небольшое, хоть это далекая вот такая оппозиция, да, она не точная, столько силы, напряжения, разрушительных действий не дает, но при этом эмоции будут штормить. Поэтому здесь просто отслеживайте, куда вы хотите идти, раки третьей декады, в своих любовных отношениях, в личной жизни. Хотите ли вы расширять свою жилплощадь, имущественные вопросы, потому что когда Юпитер идет в соединении с Солнцем, это расширение жилищных вопросов, это расширение социального статуса, это желание завести ребенка. То есть эта история такая нормальная, да, но постарайтесь не выходить конфликтно, потому что мнение вашего партнера, оно может отличаться от вашего. Эта история такая тоже имеет место быть. Будьте разумны, потому что у нас 21 октября, опять же напоминаю, запускается новый лунный цикл в весах, и от нас весь месяц будет такая история очень сильно. Кто смотрел, опять же, гороскопы на 3 месяцев, понимают, что Юпитер у нас с 21 октября включается в оппозиции с Плутоном. Это далекая оппозиция, которая нас будет стимулировать на заработок очень больших денег. То есть ситуации будут случаться в работе, в бизнесе, когда деньги не будут просто так рекой идти, да, то есть можно свой статус на миллионера поменять, да, но при этом нужно очень много сделать, очень много вложиться и очень много договариваться. То есть даже если вы понимаете, что у вас сейчас нет тех сумм, на которые вы хотите рассчитывать для приобретения своей недвижимости, это я сейчас всем знакам зодиака говорю, да, то понимайте, что возможно как-то где-то с кем-то договориться и, возможно, даже с банковской сферой, почему бы и да, потому что это очень хорошая связка для как раз-таки взятия чужих денег банковских для вложения и реализации своих целей и мечтаний. Но здесь нужно таки, ребята, понимать всю силу и ответственность в том числе, потому что Сатурн идет в секстиле, то есть это аспект Плутону. То есть здесь, понимая всю ответственность и работая для того, чтобы закрыть финансовые обязательства, все получится сделать. Если относиться безответственно, получится некрасиво по итогу с большими потерями. Понимаете, я о чем говорю? То есть здесь нужно таки очень четко, это напряженный аспект Юпитера с Плутоном, и здесь нужно очень четко понимать всю ответственность, что сейчас нужно таки включиться в свою жизнь. И я таки говорю, что при всем понимании ответственности, если не малодушничать и честно себе сказать, аспекты этого октября, ноября и декабря, уж января точно, говорят о том, что все получится. Поэтому здесь давайте большой скачок, большой рывок. И да, дорогие, включаемся дальше. У нас 22 октября, Луна в знаке Скорпиона. Луна в знаке Скорпиона. Никаких аспектов других планет нет пока. То есть мы анализируем все то, что случилось с нами 21 октября, но 22 октября у нас ретроградный Меркурий из знака Овна возвращается в знак Рыбы. Что мы почувствуем? Мы почувствуем такую эмоциональную составляющую, очень сильно будут переживать это рыбы третьей декады, особенно вот те рыбы, кто родился там 19-20 марта, да, то есть
те, кто родился, ну даже 21, иногда 21 марта Солнце только переходит в знак Овна, то есть первые 3 денечка, то есть такой эмоциональный момент для вас, дорогие, будет. Поэтому здесь понимайте, что депрессивные состояния, эмоции, бывшие партнеры, эмоции, которые были в прошлом, они могут снова вернуться. Эта же история относится и к девам третьей декады, поэтому здесь, дорогие девы третьей декады, будьте аккуратны. Точно так же эта история будет работать со стрельцами третьей декады и с близнецами третьей декады, потому что Нептун идет в квадратурах. Квадратуры – это напряженные аспекты. Почему я делаю акцент на них? Потому что гармоничны вы, может, даже и не заметите, а напряженные мы всегда замечаем и думаем, почему это как-то вот мир стал резко пессимистичным. Поэтому с 22 октября финальная петля Нептуна в рыбах. Все перечисленные знаки, кого я сказала, на вас это будет влиять до февраля 2026 года. Нептун в третьей декаде рыб, а на всех остальных либо будет в гармоничном составляющем влиять, либо вообще никак не будет влиять, да. Ну и все те, у кого есть личные транзиты, которые я здесь в принципе не вижу, ребята, оставляйте свои комментарии, дата, время, место рождения и ваш вопрос для того, чтобы я ответила. Может, у вас Нептун проходит 5-й дом, и у вас вероятность каких-то депрессивных, любовных разрывов с бывшими, да, или разговоров с бывшими, либо вы наоборот решили ребеночка зачать, и этот аспект очень даже хороший. Но в том числе это очень сложный аспект, например, при потере друзей, то есть резкие конфликты с друзьями, да, потому что противоположная ось. Вот такая история, как это работает. 23 декабря, да, ребят, вы мне скажете, а что неделя-то такая сложненькая началась, да? Говорила, предупреждала заранее. 23 октября Луна у нас встала в Скорпионе в соединении с Марсом, с Меркурием и с Лилит. При всем при этом это вот такой стелиум, он очень сложный, эмоциональный, когда эмоции захлестывают. У нас такое внутреннее большое желание делать что-то, двигаться вперед, развиваться, но при всем при этом у нас внутренняя паника, страх, что у нас не получится. Начинаются срываться сделки, начинаются какие-то непонятные истории происходить, потому что у нас 23 октября еще Уран стал в оппозицию к этому стелиуму, и сейчас пока Уран ретроград находится в оппозиции только с Лилит, но Лилит-то соединяет еще и Меркурий, и Марс, и Луну. Понимаете, о чем я говорю? И вот с 23 октября у нас включается такой, знаете, экстраординарный аспект, который на самом-то деле нам становится страшно идти вперед, в новое, но жизнь всяческими методами нам говорит уже о том, чтобы мы развивались. То есть начинаются какие-то увольнения на работе, какие-то резкие сокращения, сокращение финансов, то есть отношения какие-то, потерялся вторая половинка, наш партнер, куда-то делся. Что-то начинает происходить вот из ряда вон. Кстати, очень травмоопасный аспект. Будьте аккуратны на дорогах вот с 23 октября и на весь ближайший месяц, потому что там у нас ретроградный Меркурий еще будет, а это наша внимательность. Будьте аккуратны. Конец октября и первая неделя ноября, пока Марс в оппозиции с Ураном, эта история на дорогах 100%. Будьте аккуратны, не спорьте по пустякам, потому что стелиум вот этих планет в оппозиции с Ураном, это вот так, чтобы помягче и красивее сказать. То есть мы вот в ближайшее время увидим очень большое зашкаливающееся количество неадекватных людей на квадратный метр вокруг нас. То есть это вот так нам будет казаться, как будто люди все начали немножечко сходить с ума, немножечко стали делать какие-то странные действия для того, чтобы удивить, хайпануть, что-то необычное, нестандартное, как будто на дорогах все начнут ускоряться. Будьте аккуратны, будьте внимательны вот эту неделю точно, потому что у нас только начинает складываться. Конечно же, нас немножко будет одолевать паника, кого-то очень сильно, кого-то нет, потому что не все водители от Бога, да, то есть не у всех есть такая внимательность. Просто будьте аккуратны и внимательны. Лучше пересмотреть все свои какие-то моменты с 23 октября. И да, конечно же, все это добро у нас находится в Скорпионе. Если мы
Берем и четко, вот я вот всегда говорю, у нас всегда приземленное спасает. Мы берем блокнотик и пишем себе там свои страхи. Это очень хороший момент для того, чтобы все свои страхи, на самом-то деле модное слово, проработать, да. Но если мы в этот момент выписываем все свои страхи, здесь очень хорошо как раз-таки 23 октября достать блокнотик и себе сказать: я боюсь жить лучше. Почему? Потому что меня осудят. Осудят близкие, там, родственники, друзья, они не поймут меня, что там еще может быть, да, перестанут со мной общаться. Окей, перестанут общаться, найдете себе новых. Я не переезжаю, живу вот так, как я живу, потому что это удобно, и ко мне никто не пристает, да. Я не зарабатываю больше для того, чтобы потом, не знаю, у меня внутреннее чувство долга, ответственности, у меня ощущение, что если я буду зарабатывать больше, что мне нужно всех кормить, и мне придется потом зарабатывать еще больше и терпеть, не знаю, тех, кого я терпеть не хочу. Все что угодно. Я считаю себя недостаточно красивым, красивой, поэтому у меня нет второй половинки. Я боюсь, что меня никто никогда не полюбит. Все что угодно, потому что здесь вот это все добро у нас в Скорпионе, и здесь все максимальные страхи. Страхи и боязни одиночества, да, или наоборот, вы, может, почувствуете, что вы не умеете отдыхать и расслабляться, потому что, когда у нас Луна в Скорпионе, мы максимально напряжены, и, как правило, для кого-то в такой день наступает такой, знаете, такая бетонная стена, когда мы ударяемся и понимаем, что мы не можем больше бежать, стремиться, идти вперед, и мы понимаем, что нам нужно полежать, да, то есть если есть у меня трудяги, я знаю, что у меня здесь тоже есть трудяги-работяги, которые просто останавливаются в какой-то один момент времени, понимают, мне уже вообще никакие деньги не нужны, я просто хочу полежать, потому что я по жизни человек, который не умеет ни отдыхать, ни расслабляться, максимально напряжен, как струна, и поэтому у меня не строятся вообще любовные отношения. А с такими людьми, к слову, вообще жить невыносимо, да. И это такой, знаете, тоже момент. 23 октября – день наших максимальных страхов, когда мы, если в этом разберемся, это будет очень честное движение вперед, потому что здесь все это добро просто в невероятно благоприятном аспекте к Юпитеру, к Сатурну, к Нептуну, к Плутону в том числе 24 октября еще тоже, поэтому здесь, дорогие мои, нужно таки сделать свой максимум. То есть здесь, не знаю, запишитесь на сессию к психологам, поговорить со своей второй половинкой о своих максимальных страхах, переживаниях, чего вы боитесь. Раскройтесь. Это будет очень хорошая история движения вперед. Потому что когда мы признаем все свои слабости, нам реально становится легче. Тогда уже не наши слабости нами управляют, а мы их понимаем и понимаем, так, а здесь-то я-то почему я всегда не на газ давил, а тормозил? И это та самая история, которую нужно идти вперед. Понимаете, я о чем говорю? Это очень важная история. Запишитесь к психологу, встретитесь с друзьями, поговорите с человеком, который всегда дает вам дельный совет. Ну или оставляйте здесь это в комментариях. Я в режиме свободного времени постараюсь ответить на прошлой неделе на все вопросы. По-моему, ответила на все. Если вы еще новые накидали, пойду еще отвечу. И да, ребята, идем дальше. 24 октября. 24 октября Луна у нас находится уже в Стрельце, но в оппозиции с Ураном. День, когда нам хочется максимально хайпануть, повести себя по-новому, экстраординарно, не как обычно, но при этом Луна еще в очень классном благоприятном аспекте с Плутоном, когда получится сделать очень много, в очень благоприятном аспекте с Сатурном. Хорошо, новые сделки, новая недвижимость, вообще новая работа, тоже хорошая история. То есть вписывайтесь во все новое. И это очень хорошая тенденция менять свою жизнь. Страшно? Конечно, да. А кто сказал, что нам этой осенью не будет страшно? Страшно, да, но мы движемся вперед и только так, понимаете, ребят, только так. Убираем депрессивные эмоции, включаем музыку, которая нас вдохновляет, разговариваем с теми людьми, которые нас вдохновляют и с которыми рядом мы становимся лучше, которые нам дают честную пощечину, но мы прекрасно таки понимаем, спасибо тебе, что это сказал, дорогой друг, и да, я хочу идти вперед дальше, потому что меня вот это положение напрягает гораздо сильнее. Но не все любят честность. Это правда, не все любят честность. Идем дальше. 25 октября Луна у нас находится в знаке Стрельца. Это история, которая, ну, уже выходные, понимаете, 25 и 26
октября – это выходные. 25 октября Луна находится в потрясающем таком благоприятном аспекте с Венерой. Хорошее время для свиданий, гуляний. Сложно что-то сделать, идти вперед. Эмоциональная составляющая будет немножко такой разрушающей. Луна находится в квадратурах к кармическим узлам, поэтому здесь постарайтесь не эмоционировать, постарайтесь провести время красиво, наметить себе план на будущее, движение вперед, цели, роста, активности, чтобы вот такая внутренняя была мотивация двигаться вперед. Вообще неделя очень сильно заряжена, и следующий день, 26 октября, мы же всегда в воскресенье уже выстраиваем мыслительно, да, как мы хотим, чтобы следующая неделя у нас сложилась. Ну а 26 октября, ребят, нам захочется еще больше, потому что первую половину дня Луна у нас будет находиться в третьей декаде Стрельца, а уже вечером 26 октября Луна будет в начале Козерога. И, конечно же, Луна будет в квадратуре с Сатурном и Нептуном. И эта история, знаете, о чем? Вот когда с Нептуном, вы не серчайте, потому что, ребят, я не на одном языке говорю, поэтому для меня вот я уже даже не перезаписываю вот эти свои фейлы по поводу ударения. Ну, сложно мне, у меня битый Меркурий с Ураном, это такая история, я буду только бесконечно редактировать видео вот с этими оговорочками. Поэтому 26 октября Луна у нас в квадратуре с Нептуном, да, и здесь либо депрессивное состояние, да, мы вот так проваливаемся и сами себя жалеем и никуда не идем, либо с Сатурном. Луна в квадратуре с Сатурном стимулирует нас на изменение социального статуса, это может быть как работа, так и личная жизнь, потому что это про приземленность, то есть это фундамент финансовый, недвижимость, это та история, которая нам дает средства к существованию, потому что все красивые картинки социальной сети – это прекрасно. Но мы все прекрасно знаем, откуда у нас приходят и зарабатываются деньги. То есть это история, которая… То есть нужно четко таки понимать, да, то есть все вот эти иллюзорные, красивые картинки – это классно, да, но давайте трезво и четко стоять на ногах. И тогда будет все складываться хорошо. 26 октября – день, когда нам нужно четко стоять на ногах. И да, Солнце уже развалилось в квадратуре с Юпитером, то есть уже нет вот этого конфликтного аспекта, когда мы можем испортить себе репутацию. То есть в субботу-воскресенье нам уже не будет страшно за свою репутацию, да, но Солнце находится в квадратуре с Плутоном, и это история, которая заставит нас принимать сильные решения, менять кардинально свою жизнь. Ну и Солнце-то уже в знаке Скорпиона, поэтому здесь только максимальное движение вперед без тормозов. И да, дорогие близнецы первой декады и тельцы третьей декады, а также скорпионы третьей декады и стрельцы первой декады, вот Уран, который последнюю, я бы так сказала, неделю-две, да, то есть 7 ноября Уран из близнецов вернется в знак тельца. И вот все, кого я сейчас перечислила, чувствуете вот эту нотку от Урана напряженную, да, когда резко вот что-то меняется и ощущение, что мы не подвластны перед этими изменениями. Здесь просто нужно уходить в новое, по-новому реагировать в прошлых событиях, то есть по-новому действовать. Вообще, скажу вам так, по итогу вот этой недели октябрьской, 26 октября, если мы пойдем дальше вперед, у нас там 27 октября, очень хорошая история для развития. Нам всем очень сильно нужно перестать реагировать, да, итоги недели. Нам всем было бы хорошо перестать очень сильно превозносить проблемы, которые есть в нашей жизни. Это не для того я говорю, чтобы сказать, ой, эти проблемы вообще ни о чем. Нет, их нужно таки четко понимать, но нужно перестать эмоционально сливать на них свои силы. То есть нужно таки понимать так, это проблема? Нет, это задача. Когда мы проблему выносим из эмоционального фона, записываем ее вот сюда и ставим себе задачу, то есть превращаем ее в задачу, и мы понимаем, что нам нужно для того, чтобы эту задачу решить,
Нам нужны силы, нам нужно терпение, нам нужна мотивация, нам нужны деньги. Все, что угодно может быть, от переезда, то есть все, что я перечислила, да. То есть деньги – это самое простое, что может быть, да, то есть здесь просто нужно упереться и сделать. Да, трудиться, да, пахать через силу. И я знаю, вы мне напишите множество комментариев, что нужно, Женя, я и так пашу на 2 работах. Да, кто сейчас по-другому так делает? Кто стремится вперед, тот и на одной работе делает просто все, вместо целого отдела делает все сам. И очень много людей, кто замещает просто целый отдел. Нужно идти и договариваться. Договариваться о повышении зарплаты, что-то делать, понять свою ценность, понять, что ценность себя, она гораздо важнее, чем вот эта проблема. То есть нужно начать уже ценить себя настолько, чтобы решать эти проблемы, чтобы эти проблемы не съедали нашу нервную систему. Понимаете, я о чем говорю? То есть нужно наконец-таки понять свою ценность и идти вперед, поднимать свой социальный статус, зарабатывать больше денег, решать задачи, отважиться на те моменты в личной жизни, в которые вы не могли отважиться, поменять место жительства, у каждого свое, вписаться в обучение, в образование, все что угодно для того, чтобы подняться выше, потому что мы начинаем новый лунный цикл, который нам говорит, ну давай уже выгребай. И это самый сильный лунный цикл этой осенью, это самый мощный, который дает нам невероятное количество возможностей. При этом здесь есть и напряжение, и здесь есть и очень просто невероятное количество гармоничных аспектов, которые говорят, ты только возьмись, и у тебя все начнет складываться по цепочке, ну, потому что здесь просто невероятные гармоничные конфигурации. Но отделяет нас от этого всего наши страхи. Наши страхи, то, что мы их ставим на позицию выше нас самих. Понимаете, ребят? Ну что, дорогие, вот такой гороскоп на эту неделю. Я надеюсь, зарядила. Я надеюсь, вы меня правильно поняли, что эта история про идти вперед и не сдаваться. Это история для того, чтобы понять, кто мы есть и идти, куда нам нужно идти. Поэтому здесь одеваем свой лучший костюм и идем, строим свою жизнь, выравниваем отношения и понимаем, что если у нас эти трудности, что они только для того, чтобы мы стали лучше и поднялись выше. Ну и с этим пониманием у нас все получится. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики. Посмотрите их, если вы их еще не видели, примите верное решение. Ну и, конечно же, не поленитесь, зайдите на канал, вот здесь вот картинку свою оставлю, зайдите туда, найдите свой знак зодиака, финансовые гороскопы, любовные гороскопы, гороскопы на 3 месяца. Еще действует кармический гороскоп до июля 2026 года. Для всех знаков зодиака они еще все работают. И да, кармические гороскопы весной 2026 года, конечно же, тоже будут для каждого знака зодиака по декадам. Все, как вы у меня уже любите, для максимальной точности. Ну, а, конечно же, кому нужно больше, всегда есть мои личные консультации. Для этого жду для записи в директ. Ну, ребята, все. Желаю вам потрясающей недели. Она будет потрясающая, если мы не будем пасовать и себя жалеть. Мы увидимся в следующем ролике. Пока-пока.